Режимные чиновники пытаются всех убедить, что санкции никак не отразятся на экономике страны. Действительно, они сами привели ее в лежачее положение, и ниже падать вроде бы уже некуда. Но все же, как ни крути, а европейские ограничения доставляют немало головной боли представителям незаконной власти. Так, сегодня стало известно о том, что Литва остановила перевозку белазов через Клайпедский морской порт. Об этом сообщила погранслужба соседней страны, подчеркивая, что таким образом таможня выполняет требования санкций, наложенных Евросоюзом в июне этого года. Белорусская сторона пыталась вывести в Чили 18 контейнеров с запчастями для самосвалов, которые широко используются в горнодобывающей промышленности, но также могут быть адаптированы для других целей. По информации представителей погранслужбы, в настоящее время ведется расследование и будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе груза. Такой удар по флагману машиностроения стал очередным эпизодом противодействия незаконному режиму. Отметим, что помимо промышленности, санкции также затронули и банковскую систему Беларуси. Сегодня появилась информация о том, что крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank прекратил сотрудничество с белорусскими партнерами. Один из них, Белагропромбанк, уже начал рассылать своим клиентам уведомления о том, что с 17 сентября международные переводы из немецкого банка не будут поступать на их счета. Что ж, пока главный аграрий отмечает свои дожинки, санкции продолжают дожимать реальный сектор экономики. В ближайшие пару недель в Беларуси карту поляка признают элементом гибридной атаки. Об этом заявил известный пропагандист Игорь Тур со ссылкой на некого инсайдера из органов нелегитимной власти. По словам режимного журналиста, по поводу этого непонятного документа уже давно имеется много вопросов, так как многие используют его в корыстных целях, например, для бизнеса. Тур также подчеркнул, что запрет на карту будет частичным и этнических поляков он не коснется. А вот каким образом будет происходить селекция на этнических и неэтнических поляков, пропагандист не уточняет. Важно отметить, что за последние 10 лет карту поляка получили по меньшей мере 150 тысяч человек. Многие из них уезжают из страны навсегда, что крайне невыгодно для государства. Случались также прецеденты, когда архивным работникам давали разнарядку сверху подделывать выдаваемые документы белорусам о наличии польского происхождения. Все это делалось с целью минимизировать отток мигрантов из Беларуси, да и судя по последним событиям, когда в стране ликвидируют польские школы, силовики врываются на уроки польского, а также собирают данные по ученикам и учителям польского языка, говорить о безопасности этнических поляков в Беларуси не приходится. Более того, на сегодняшний день за решеткой находится польский журналист Анджей Почобут и председатель Союза поляков Анжелика Борис, которых обвиняют в героизации нацизма и в оправдании геноцида белорусского народа. Международная финансовая корпорация планирует выделить белорусскому частному застройщику Строминвест сумму в размере 20 миллионов евро. Эти деньги предназначены для поддержки строительства двух жилых комплексов в Минске и Минском районе – Комфорт-парк и Сухарево-1. И все бы ничего, да только компания Строминвест имеет не самую лучшую репутацию. Путем подкупа судей она выселяла людей из частных домов в центре Минска, занижала стоимость их жилья до уровня $5000, а взамен предлагала дома для малоимущих. Тем, кто на подобный обмен не соглашался, всячески угрожали и пытались испортить условия проживания, например, отключив в доме свет или воду. Более того, Строминвест замешана в финансировании госструктур нелегитимного. В 2018 году компания пообещала перечислить $50 с каждого построенного квадратного метра жилого комплекса Строминвест Ратомка в президентский спортивный клуб, который возглавляет Дмитрий Лукашенко, а это по меньшей мере $2,5 миллиона в сумме. В связи с этим в телеграм-каналах призывают белорусов обратиться в Международную финансовую корпорацию и призвать не выделять деньги компании, которая сотрудничает с режимом. Ссылки для писем мы оставим в описании к этому видео. Пока провластные телеграм-каналы и пропагандисты, не стесняясь в выражениях и без каких-либо последствий, оскорбляют представителей гражданского общества, простым белорусам нельзя даже подумать плохо о режимных чиновниках. Такие двойные стандарты давно стали неотъемлемой частью политики нелегитимного и методом удержания власти. Благодаря этому одним из самых популярных способов поквитаться с несогласными стали уголовные статьи об оскорблении представителей власти. Очередной эпизод из этой серии произошел с 35-летним грузчиком из Гомеля. По версии силовиков, в течение долгих месяцев мужчина систематически в неприличной форме высказывал свое негативное отношение к чиновникам в комментариях под постами в неких экстремистских каналах. Только за одну апрельскую ночь он умудрился настрочить 19 оскорблений в адрес высших государственных лиц. В сообщении сайта Следственного комитета указано, что согласно показаниям обвиняемого, таким образом он выражал обиду за свой арест после акции протеста 11 августа прошлого года. Дело квалифицировали сразу по 3 статьям Уголовного кодекса, включая одиозную статью об оскорблении президента. Обвиняемого в столь тяжком преступлении взяли под стражу. Как отмечает ведомство, за последние 8 месяцев по одной лишь Гомельской области было возбуждено 156 аналогичных дел, в которых в качестве пострадавших фигурируют чиновники, судьи и, конечно же, диктатор с тонкой душевной организацией. По ним обвиняемым может грозить до 4 лет лишения свободы.
Режим намерен потратить около $1 миллиона на денежную благодарность для призеров Олимпиады и Паралимпиады. Примечательно, что среди спортсменов, выступающих на состязаниях, существует своего рода сегрегация. Так, обладатель золота Олимпиады Иван Литвинович за медаль получил $139 тысяч, тогда как паралимпийцу Игорю Бокому за одно золото положено лишь 49 тысяч. Выходит, что одни равны больше, чем другие, и людям с инвалидностью можно платить меньше. Впрочем, Игорь Бокий, который на 3 Олимпиадах завоевал 16 золотых медалей, обогнал по размеру призовых даже Дарью Домрачеву. Кроме того, свою часть большого куша получат и тренеры, им достанется от 20 до 100% суммы, которая полагается спортсмену. Отметим, что в соседней России за олимпийское золото положено всего $34 тысячи, а больше всего из стран бывшего СССР готов заплатить за золотую медаль Казахстан – $250 000. Но таких наград никто из местных спортсменов не завоевывал. Одновые и колоссальную поддержку диктатора, для которого спорт – это любимая игрушка, на обеих последних Олимпиадах белорусские сборные показали худший результат в истории. Интересно, почему? Делитесь своим мнением в комментариях под этим видео. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться на наш канал и делиться этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Хорошего всем вечера и живи Беларусь!